Всем привет! Сегодня экскурсия еще по одному городку, тоже недалеко от меня. Видосы здесь классные. Италия, как я вам говорил, она везде классная. Куда ни поедь, везде есть на что посмотреть. И что самое интересное, что получить можно удовольствие, не обязательно далеко куда-то ехать. Ну а вам я покажу сегодня. Здесь когда-то у меня был инцидент с женой. 3 месяца мы не разговаривали. Нашел я случайно квартиру, и этот маклер, который хотел ее продать, прямо так вцепился. Мы уже почти были в одном шаге. Но я хорошо подумал, за 100 тысяч она продавалась. Просто мне интересно, вообще она продалась или нет. Сейчас я пойду ее найду и гляну. Ну и покажу вам городок. Ну и пойдем мы пройдемся по этой замечательной площади. Но по пути я вам буду рассказывать, опять же, все скрытые подводные камни жизни, ну, допустим, этого городка. Жара, как вы понимаете, здесь 40 и за 40, но эти деревья так плотно посажены, и они очень помогают спрятаться от жары и прям спасают. Многие здесь сидят, и уходить не хочется. В этом вроде бы симпатичном городке, но сейчас дальше пройдем, я вам объясню его особенность. Очень много иностранцев живет. Здесь недорогая недвижимость. Городок, можно сказать, умирающий. Как бы вам ни казалось, эта площадь, да, за ней следят. Но это как бы единственное место, которое еще можно сохранить, которое притянет людей, которым там даже можно гордиться. Кстати, лет 10 назад все здесь было поскромнее. Ну и вот сразу такая особенность. Вы думаете, о, итальянский город, хорошо, здесь все улочки, на лавочке посидеть. Но когда вы сядете на одну лавочку, на вторую лавочку, у вас будет слышна молдавская, румынская речь. И вроде бы ничего. Ну так, ну понятно, люди. Но здесь очень много живет действительно румынов. Недалеко от Рима, приемлемые цены на аренду. В общем, очень все привлекательно. Сейчас я чуть выше вам покажу квартирку, вот здесь вот находится, где купила наша знакомая. Она жила здесь с итальянцем, была замужем, в общем, там тоже отдельная история. Дед потом умер, ну и как-то ей вот не очень-то чего-то досталось. Сейчас покажу здесь наша знакомая. В общем-то, она и моя подписчица, может, смотрит. Потому что ей будет прикольно посмотреть. Купила квартиру. Ну, не знаю, если не врет, за 70 тысяч евро. А историю с этой квартиры потом расскажу. Где она? Вот здесь. Вот здесь. И вот там. Кстати, один раз у нее был потоп. Такой ливень был, что у нее все в квартиру, весь дождь затек. Так вот, ее муж, итальянец, не хотел, чтобы ее сын жил там вместе с ними на вилле. И он им купил его и его там девушки или будущей девушки здесь вот в этом месте квартирку. Но как так получилось и как он мог купить квартиру тоже со всякими нарушениями, так же как у Светы на вилле, непонятно. Все это вскрылось только после того, как она захотела продать эту квартиру. И когда-то она мне, по-моему, предлагала чуть ли не за 40 тысяч хотела отдать. При том, что больше 20 тысяч она туда вложила в ремонт. Там переделывала кухню, вся квартира была в плесени. Как видите, квартира в такой яме, и там, соответственно, сырости было настолько много, и она действительно настолько была проблематичная, что если у Светы на вилле что-то можно, какие-то заливы внутрь было предотвратить, все-таки снизу стены были правильно сделаны, и влага не поднималась, то там все было именно, вот эта большая ошибка была, что влага поднималась через стены. Недостаток таких городков с непривычки ходить по этим горкам. Моя первая квартира была
Мы пару лет жили на таких горках. Каждый день машины нету. Мы таскали эти пакеты с магазинов, которые были далеко. Так, по-моему, нет, не тут. Видите, какие улочки. По-моему, чуть дальше, да, вот здесь. Так, напомню, я здесь лазю в 40 градусов жары, все ради вас. Так что поддерживайте лайками, комментариями там, вы в курсе. Фу. Ну, знаете, в жару еще ходить по горкам совсем мало кайфа. Так, блин, я не помню. Скажу вам, входить в жару по таким горкам, что-то озвучивать не очень-то получается. В общем, смотрите, да, вот в этом месте я нашел, думал в аренду взять, но давайте присмотримся, представьте себе, как здесь жить. Во-первых, этот балкон весь был разрушенный. Смотрю, какие-то цветочки, значит, кто-то здесь живет. Ну, не факт, что кто-то это купил. Здесь получалось 3 этажа и сверху такая терраса. Ну, и там неплохой вид был. Но представьте себе, делать здесь ремонт, заехать сюда грузовиком, какие-то материалы, фасад отремонтировать, куча проблем. Во-вторых, вот это вот ты живешь, окно открыл и видишь другого соседа с окна. Или просто закрытые ставни. Сюда в такой обстановке зайти прогуляться это одно, а жить здесь и каждый день здесь находиться это совсем другое. Я жил в подобном городке. И даже мой городок, все-таки он немного пошире. И проблема именно этого города, что он, так сказать, вот действительно умирающий. И все, кто его спасает, это иностранцы, вот эти же, опять же, румыны в основном, ну, молдаване тоже много, которые здесь предпочитают жить, и это довольно еще такой нормальный все-таки вариант. Я даже частично этот ролик снимаю для своего подписчика, он тоже ищет, где купить квартиру недорого. Ну вот и здесь при малых затратах, если, конечно, он согласен вот в такой обстановке жить, то можно. Что случилось с той квартирой? Молодежь здесь опять же не хочет жить. И так как этот парень был молодой и его девушка, они просто не захотели здесь жить. И потом сняли в аренду и переехали поближе к Риму. Понимаете, вечная проблема вот с этими старыми городами, где молодежь не хочет жить. Что теперь с квартирой делать? Начала она ее продавать, а там оказывается какие-то пристройки. Все это незаконно было сделано, документации нету нормальной, и за нормальную цену продать не получалось. А она туда вложила и вбухала еще купу денег в ремонт. Что меня сюда тянуло? Пару лет назад я работал здесь, когда работал с одной фирмой Диттой. Пригнали меня сюда на работу. Фасад закончили возле моего дома. И частично я работал здесь. Но это было уже не мое. Это уже были последние дни. Вот прямо здесь, на этом месте я психанул. Сказал, я не хочу так в таком плане работать. Опять же, у меня была партита Ива. И это не то, что я пришел кому-то в рабство, в контракт. То есть я имел свободу выбора, и в этом замечательно, когда ты сам себе хозяин. Хочу работаю, не хочу не работаю. Что мы делали? Укрепляли этот балкон. И вот эти все ступеньки, видите, вниз. Это что-то было с чем-то. Вот эти ступеньки с этого, не мрамор, как он называется, это, блин, все время забываю, делал я. Дали мне помощника итальянца, пацана. Я не знаю, или где-то осталось, как он работал, это что-то с чем-то было. И с дрона я снимал эту фигню, может тоже где-то осталось, надо смотреть, наверное, в другом телефоне. И что прикольно было, буквально на этом месте, что такое работать на фирме. Я работал у себя на фасаде там. Фасад закончился, но я вроде как на фирму работаю. Но я не был в контракте, там я по партите Ива работал, как частный предприниматель.
Отправляют меня сюда. Прихожу, а то зима. 0 градусов. Такой ветроган поднялся. У меня руки окоченели. Погода сегодня 23 декабря. Вот здесь. Блин, 4 градуса еще. Это, блядь, минус 3. Зима. Мало того, что я полчаса ждал их. Оказывается, это вообще должны были прийти электрики. И привезли вот эти столбы. Видите? И их надо было устанавливать по всей этой террасе. Ну, знаете, я шпаклюю, плитку ложу, всякую фигню. Но я на такую работу не нанимался. Я понимаю, что деньги платят. И то еще суббота была. Еще никто не работал, только один румын там вышел. И я говорю бригадиру: не, я иду домой. Я говорю, я эти работы не хочу делать. У меня нету ни интереса, ничего. Ни здоровья. Говорю, что руки мерзнут. У меня вообще худые руки, и они с детства у меня такие мерзлячие. Я почему никогда бы не смог работать где-то в холодной стране. Не у каждого приспособлен организм под это. Эти ворота были раньше закрыты, и через них перелазил. Вот эти столбики они устанавливали. Блин, они, наверное, года 2 делали этот спуск. Вот эти столбы все, они делали такие пояса специального материала такого. Ткань со стекловолокна и потом что-то типа эпоксидки сверху. Я, кстати, попросил у них немного этого материала. И глушитель себе заклеил. Тоже уже работает, начал опять пердеть. И здесь работы, конечно, много было сделано. Опять же, это не мое. Я не люблю такие работы. Я здесь, скрипя зубами, просто работал. Вот это вот все привозили снизу. Вот аж оттуда, видите? Туда привозили вот эти ступеньки. И снизу таскали эти ступеньки. Все, я это выкладывал. Что-то получилось, все, уже сломали. Вот такая вот была работа. Самое хреновое было здесь, что это куча всякого материала. Это надо было все таскать вверх, вниз. Работа адская, я вам говорю, что я проклинал все на свете. Ну, вот это напоминаю, что значит на фирму работать. Никто не будет спрашивать тебя, чем ты там занимаешься, в чем ты специалист. Вот у фирмы есть эта работа, тебя отправляют сюда. Ну, даже лень туда идти вниз. И, кстати, столько денег вбухала коммуна, а кто здесь ходит? Что я вообще сомневаюсь, что кто-то здесь ходит. Ну, сделали, да, чтобы спуститься там на соседнюю улицу. Не знаю. Да, симпатичненько получилось. Ладно, идем еще в городок глянем. Кстати, ну я, наверное, покажу улицы и расскажу, какая в этом проблема в городке. Хотя он очень дешевый. И согласитесь, но не совсем уж мертвый убитый. Но квартиры здесь не пользуются спросом. Разве что румыны, молдаване, иностранцы.
итальянцы этот город не любят. Нет, наши здесь тоже покупают, и наша знакомая еще одна купила. Но опять же проблема сразу возникла сырость, потому что, видите, очень много помещений, первый этаж. Соответственно, ну, всегда есть риск, что там под землей. И если этим домам по 400 лет, всегда есть риск, что-то там да затечет. Церковь. Церкви не любят. Тоже можно было подняться. Но, честно, жарко. И машину оставил возле супермаркета. Вообще-то это ихняя парковка и не очень правильно. Ну, а что делать, если очень хочется? Кстати, я тоже рассказывал за свой городок, что у меня Carrefour, дорогой магазин. А здесь Тодис. И он один из самых дешевых. Вот вам преимущество. Ты живешь рядом с самым дешевым супермаркетом. Класс, класс. И дома здесь, квартиры совсем недорогие. Но проблема вот этой парковки. Сами представьте себе, а если у вас еще и большая какая-то длинная машина, вы будете здесь вечно наяривать эти круги и думать, куда поставить. И где-нигде, да будете получать какой-то штраф. Тоже момент, с одной стороны, да, оно хорошо, вы все время поддерживаете форму с горки на горку, разминаете ноги, а вдруг у вас что-то с ногами стало, а вдруг у вас проблемы, как вы будете здесь ходить? А здесь даже подняться на второй, на третий этаж, здесь очень крутые лестницы, очень узкие, это тоже непросто. Еще один момент. Вы, наверное, наслышаны, что итальянцы заходят домой в обуви. Здесь всегда чисто. Присмотритесь, здесь нету никаких там участков земли. То есть даже если и собирается какая-то пыль, грязь, она во время дождя просто смывается сама собой. Этой грязи просто браться неоткуда. А вот я помню на Украине, ты идешь там болото, пока пришел домой, у тебя на одной обуви только уже комки глины, грязи, пыли и всего такого. Поэтому почему бы дома не придумали так, чтобы вот избавиться от этой грязи. Все заасфальтировать или камнем, или плиткой застелить. И все чисто будет само собой. Я тоже подумаю, а может быть здесь что-то поискать. Но здесь есть свои проблемы. Но их можно проглотить. Я знаю, что многие из вас скажут, да нормальный город, что-то это самое. Ну вот я говорю, что это надо прочувствовать здесь. Вот когда вы поживете здесь годик-два или там периодически приезжать, что-то здесь не то. Но большой плюс, что здесь общественный транспорт рядом, поезда рядом ходят. Так что, ну такой, скажем, средней паршивости городок. Но это все решается легко. Если вы, допустим, целый день работаете в Риме, сюда приезжаете просто домой, это нормально, но если вы постоянно здесь, блин, устанешь. И опять же тут же проблема. Приезжаете домой на машине, а машину поставить негде. И тоже глядя или живя в таких городках, именно поэтому мне хочется, ну, хоть какой-нибудь все-таки частный дом, чтобы был. Ну, хоть какой-то кусочек земли. Наверное, как у Светы, это слишком много. И вот я постоянно ни там, ни сям. Вроде там пахать надо, а здесь вроде слишком скованно и тесно. Чуть передохну. Вот классно под такими деревьями. Чуть воздуха, кислорода больше. А по субботам здесь раньше был базар. Ну и сейчас есть, но все меньше и меньше тоже. Раньше базар был больше. Ну, молодцы, этот городок они поддерживают в чистоте, видите, все так уютненько, культурненько. Наверное, это место, единственная площадь, куда все собираются, вылазят с того городка, потому что видели, улицы маленькие, тесные. Ну, а здесь можно выйти, посидеть, побалдеть. Ну, опять же, каждый день, месяц за месяцем, год за годом вам спротивит все. Самое главное, что тут есть автобус ходит до Рима. И есть маленький автобус, который возит людей до станции ЖД. Он тоже полчаса, и ты на термине в центре Рима. Но вот эти парковки, это капец.
То есть тут все платно, синие линии. Тут бесплатно. Ну окей, сейчас обед. Все на работе. После обеда это все заполнится, и хрен ты что найдешь тут. Вот здесь базар. По субботам всякое барахло, еду продают. Такое. Там 5 минут выезжаешь на автостраду, тоже удобно. Ну и вот я говорю, здесь за углом, за поворотом уже Тодис, супермаркет. И вот я иной раз с соседнего городка, ну сколько мне тут, 10 минут, 15, еду сюда иногда хоть, чтобы дешево прикупиться. Представляете, какой маразм. И то все здесь не купишь, скажем, мясо здесь невыгодно брать. Ну, какие-то там финтибрюшки, нормально, мелочи. Печенье, масло. Ну, по-моему, какой-то немецкий этот магазин. Так вот, что случилось с той квартирой. Этот как допарился, 100 тысяч евро, давайте берите, я вам помогу деньги в банке взять. Тудым-сюдым. А там квартира такая, опять же, лестница внутри квартиры. 2 этажа, даже 3 фактически. Но они, опять же, такое неудобное расположение. Это надо так было построить квартиру, дом, что ты там не мудри, все равно будет неудобно. Знаете, какие-то спальные длинные. Кровать поставишь, идти негде. Какие-то двери на балкон. Ну, просто, я уже говорю, что у меня... Я менял в голове и так, и сяк. Ничего не получается. Двери все, окна, все надо было менять. В общем, там ремонта, даже только так, материал, чтобы купить, там огромное количество было денег, надо было влаживать. И терраса сверху, тоже она подтекала вся. Да, видон классный, 3 этажа, блин, 100 тысяч. Я говорю, Валя, не хочу я. Во-первых, вот эти улицы узкие. Вы даже пока ремонт будете делать, вы не можете к дому подвезти, нормально подъехать на грузовике. Понимаете? А если подъедете, это некуда сложить. Теснота дикая. Вы даже приедете, когда приедешь, спезу сделал, то есть эти покупки какие-то с магазина, ты тоже не можешь подъехать к подъезду. В общем, что-то с чем-то. Я себе это все представил, еще и сын пришел, а мы уже вот-вот почти были у агенции, чтобы договариваться. Я в последний момент говорю нет, и все же она 3 месяца со мной не разговаривала. Она уже думала, все, у нас будет квартира. Но я ни грамма не жалею. Я просто вспоминаю. Понимаете, купить, лишь бы что-то купить. Мне хочется, чтобы оно уютное, удобное было. Ну, во всех отношениях. А сейчас тоже есть идея, что, а может быть и действительно в этом хорошо поискать, может какой-то домик, пусть не прям так возле дороги, но опять же жене очень удобно. Вышла, ну чуть пешком, и ты уже села на автобус, ты можешь самостоятельно куда-то двигаться.